Добрый день, друзья, гости, подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Пока шила, краила, накопились у меня кромки. Не хотела с ними связываться, отдала маме помидоры подвязывать. Но потом увидела мастер-класс Нины. Ссылка на ее канал будет в описании. И забрала эти кромки обратно. Обойдутся без них помидоры. В качестве основы взяла кусок клеевого флизелина и на нем начертила линии под углом 45 градусов. У кромки с одной стороны край плотный. Его накладываем на основу под углом. Сверху закрываем другой кромкой и прострачиваем по краю кромки на расстоянии примерно 1 мм. И так закрываем всю основу. Для удобства работы я шью сразу 2 заготовки, и мне не приходится обрывать нитки, а если позволяет длина кромки, то можно шить, не отрезая ткань. Таким образом закрываем всю основу. Получается уникальное, неповторимое авторское полотно. Девчонки, знаете, когда начинаю шить, всегда что-нибудь смешное в голову лезет. Ну, расскажу такую историю. Было это в 1900... Ой, не помню, в каком дремучем году. В общем, было так. У моей подруги была кошка. И случилось так, что эту кошку пришлось отдать в частный дом. И вот в один из вечеров мне подруга говорит, что-то я так соскучилась по своей кошке Соньке. Поехали-ка в гости к этим хозяевам и кошку проведаем. Я говорю, поехали. Мы пришли, а там у них веселая компания, люди жарят шашлыки, выпивают, в общем, радуются жизни. А мы, девчонки, молодые, не пьющие, нормальные, трезвые. Мы пришли, поймали эту кошку, давай ее тискать, телискать. И моя подружка Наташка-то и говорит, слушай, что-то, говорит, кошка. Ну, она, видно, просто отощала на вольных-то хлебах. Она говорит, что-то, говорит, у меня кошка уж больно худая. Слушай, может, она беременна была? А тут вот где-нибудь у нее эти котята. Надо, говорит, поискать. Я говорю, да просто, говорю, что ты, говорю, ерунду выдумываешь. Она говорит, нет, вот ты заметь, я хожу здесь по двору, и вот мне слышится, где-то как будто котята мяукают. Я говорю, да какие котята, ты что? Короче, мы эту кошку поймали, посмотрели, ничего не поняли. Ну, ходим по двору, где-то мяукают котята. Это вообще. Стоим около шкафа старого, там котята мяукают. Открыли, посмотрели, нет. Рядом с сундуком мяукают. Мы с ней все закоулки обыскали. Потом она говорит, ой, я, говорит, поняла. Здесь же частный дом, крытый двор. И, наверное, эти котята сидят где-то на сеновале и мяукают. Поэтому звук так идет. Полезли искать. Я говорю, полезли. Мы туда залезли с ней. Ходим, ничего понять не можем. Никаких котят найти не можем. В это время заходят эти подвыпившие гости, спрашивают, что у вас? Мы говорим, так вот, котят ищем, где-то мяукают. И вся толпа гостей полезла тоже на этот сеновал искать котят. В это время выходит хозяйка и спрашивает, что случилось. И мы ей все хором рассказываем про котят. А она смотрит на мою подругу и начинает громко смеяться. Мы такие, что такое? И она говорит Наташке, Наташа, ну-ка быстренько снимайте тапочки. Мы такие, а в чем дело? А мы пришли, когда в гости, нам, как гостям, выдали тапки гостевые. Она говорит, ты знаешь, вот это тапочки, они мяукающие. Мы сначала, говорит, тоже не поняли, мы думали, крысы завелись. В общем, когда в них ходишь, наступаешь, тапочки издают мяукающий звук. Мы, говорит, тоже так ходили, ничего понять не могли. После того, как отшили, деталь переворачиваем и подрезаем края.
А потом детали тщательно проутюживаем. И получились такие замечательные заготовки. Ну что, девочки, шью из кромок, а в голове анекдот вертится. Когда один другого спрашивает: тебе сколько наливать? А, ты что, краев не видишь? Вот, а теперь шьем. Первым делом проверяем и выравниваем все срезы. Потом каждую деталь разрезаю на 2 равные части. В принципе, можно уже использовать и так. Очень даже симпатично получается. Но мне хочется сделать что-то поинтереснее. У меня есть старые джинсы. Ткань местами еще крепкая, и можно ее использовать. Ширина цветных полосок из кромок 7,5 сантиметров. Сейчас нарежем их на квадраты со стороной 7,5 сантиметров. И попробуем выложить узор. Интересно получается. Девочки, милые, в этом мастер-классе я не буду давать точных размеров. Честно говоря, я шила на глазок. Примерялась по той ткани, которая у меня была, и смотрела на свои любимые сумки. А нужную длину и размеры, знаете, я даже вот к себе прикладывала и смотрела, какой длины ручку мне надо, какой длины сумку мне делать. То есть это все, получается так строго индивидуально. Так, а теперь сшиваем вместе эти маленькие квадратики. Так, и изготавливаем сразу 4 длинные полоски. Детали эти разутюживаем, швы разглаживаем на 2 стороны. Для того, чтобы было удобнее работать с джинсовой тканью, я ее проклеила с флизелином и выкроила полоски нужной ширины. У цветных тканей по бокам сделала джинсовые вставки, так как мне не хватало ширины. И делаем примерную раскладку. Смотрим, как будут смотреться все детали в сборе. Все мы соединяем и сшиваем между собой. Швы разутюживаем. И выполнила еще одну операцию. Все швы отстрочила с лицевой стороны по обе стороны от шва. Девочки, вот такая замечательная заготовка у меня получилась. Я пойду с ней дальше работать. И знаете, как часто говорят на каналах: пока на мое видео не наберет 10 тысяч лайков, вы не увидите продолжение, что же я там такое сшила. Поэтому сказка «Ложь да в ней намек». Ставьте классы, пишите комментарии, давайте все вместе наберем 1 000 000 просмотров на это видео. Всем пока-пока, до новых встреч. Надеюсь, скоро вы увидите продолжение работы с этой заготовкой. С вами была Полина. Всем пока-пока.